Представители знака зодиака Стрелец, Стрельцы, мои дорогие, здравствуйте. Таро прогноз, гороскоп недели с 4 по 10 сентября. Давайте узнаем, каковы подсказки карт. Будем реалистами, конечно, не устаю об этом повторять, потому что не расскажут карты о личной истории каждого из нас. Это лишь метафорические образы. Но вот если мы подключим интуицию, что-то мы просчитать, скорее всего, сможем. Или, может быть, как, знаете, предугадать возможные варианты, альтернативные варианты развития событий и просто проиграть ситуацию словно на уровне интуиции, как будет разворачиваться событие или что я получу, если я применю один метод или второй. Ну, чем-то вам этот расклад будет полезен. И мы разложим карты вот таким веером. Всю колоду, чтобы вы могли видеть. И первый вопрос. Что важно знать на неделе, по мнению карт, для вашего знака зодиака? Тройка кубков. Важно знать, что есть какой-то праздник в жизни и умение со всеми договориться, обойти острые углы. Или если было этих углов 3 и острых, вот сделать их какими-то наоборот, вдохновляющими или более такими радостными. Может быть, из врагов своих словно создать друзей или единомышленников. Вообще очень полезная практика. И для нас сразу же многие проблемы решаются сами по себе, правда? Нам никогда не чинит никто препятствий. Для нас тогда жизнь более это как бы весела, или, не побоюсь этого слова, но с большим оптимизмом, так это точно она проходит. Потому что, с одной стороны, мы знаем, что от этого человека ничего хорошего так вот можно не ожидать. С другой стороны, мы знаем, что мы его как будто приручаем. Кто знает, может быть, кому-то из вас придется вот таким образом манипулировать. Или это просто какое-то радостное известие, или есть повод в вашей семье собраться вместе, может быть, что-то отметить, или что-то хорошее у вас происходит, как какая-то новость, вдохновляющая вас, приходит на ваш порог. А для кого-то из вас может быть встреча долгожданная, а может быть у кого-то это по бизнесу праздник, какой-то проект удается. И тоже как будто есть та тема, которую для себя можно отметить со знаком плюс, порадоваться, а то и буквально отметить, может быть, собраться с друзьями. Чего не избежать? Или неожиданности, давайте узнаем. Что-то завершается. 13-й аркан, надеюсь, все правильно понимают. Это не про смерть, это про трансформацию. И трансформация это все-таки старший аркан. Обстоятельства, которые вокруг вас, они будут словно влиять таким образом, чтобы вы могли острее почувствовать, что вот к чему-то возвращаться точно не стоит. Или что-то я оставляю позади. Потому что, как ни странно, это карта свободы одновременно, когда у нас нет каких-то оков, барьеров, то, что нас прежде сдерживало, теперь оно вот именно разрушается. Но на какой-то период мы можем словно, знаете, в невесомости какой-то, в нерешительности себя почувствовать, не знать буквально, куда идти, как действовать или какие методы, может быть, предпринять. И поэтому по этому аркану всегда есть такое значение – искусство мелких шагов. Не торопиться, потому что что-то просчитать еще пока невозможно. Но вот идти вперед придется нам отсюда только вперед. И для кого-то из вас это, знаете, может проиграться как, допустим, перемены на работе буквально. Меняется руководство, меняется стиль работы и еще какие-то составляющие. Для кого-то из вас обстоятельства, вот эти, которые, то, что как данность приходит, у кого-то это будет сопряжено, может быть, с геополитической ситуацией. Увы, меня люди смотрят из разных стран. А у кого-то из вас это может быть еще какая-то история, которая связана с людьми, которых вы хорошо знаете. По этой карте может, с учетом рядом праздника, все-таки карта есть. Поэтому может проиграться такой момент, когда есть определенная сложившаяся ситуация, обстановка, обстоятельства, назовите как угодно. Когда для кого-то, кто рядом с вами, это будет восприниматься как большой минус или патовая ситуация. А для вас, мои дорогие стрельцы, это возможность что-то для себя сделать кардинально хорошо. Поэтому вовремя, наверное, не растеряться и на благо себе самому какую-то историю либо переиграть, или
перевернуть в свою пользу, но сделать это аккуратно, ну и долго не мешкая. Где-то, с одной стороны, важно будет не поторопиться, но рядом у нас есть аркан тройка кубков, и стало быть возможен праздник именно благодаря трансформации. Значит, куда-то и не опоздать будет тоже актуально. Давайте мы узнаем, что может помешать или каковы неожиданности. По рыцарю мечей мы можем столкнуться с человеком, у которого дурной характер. Извините, или сложный характер. Психологический человек очень сложен в общении, потому что есть такое значение в картах Таро иллюминатов «Бунтарь без причины». И на самом деле, согласитесь, бывают в нашем окружении люди, которые чаще всего буквально врываются в какой-то один из наших дней и начинают нам что-то доказывать или свои какие-то правила, регулировки там пытаются продавить, словно настоять на чем-то на своем. И карта ведь нам говорит только одно: держись сторонним наблюдателем. Таким людям мы ничего не докажем. И какой-то конфликт мы как будто не должны продолжать. А вот нас как раз по этой карте вполне так могут пытаться втягивать в этот конфликт. Или могут настаивать, чтобы мы приняли чью-то точку зрения. Или кого-то поддержали. А карта нам говорит: нет, лучше не ввязываться. Хотя плюс по этой карте, когда, если вдруг нам самим нужно узнать какую-то правду, докопаться до какой-то истины, буквально информацию, то вот мы ее как раз находим. Поэтому здесь двояко. У кого как это может проиграться, а у кого-то и в отношении людей, но есть еще и та данность, которую вы словно можете прояснить на этой неделе. В неожиданностях. Может быть, и тайное становится явным. И если мы говорим про человека такого сложного, да, вот подобные люди, которые не отличаются миролюбивым характером, как раз могут вам и принести какие-то известия, новости, когда вы узнаете, правда, о том, что прежде для вас словно было скрыто, у кого-то проиграется. Итак, давайте мы посмотрим, а что нам будет помогать, мои дорогие стрельцы. Что для стрельцов на неделе будет помогать? Колесница, старший аркан. Вообще это карта успеха. Но это еще и карта перемен. Это то вообще, то, что мы называем турбулентностью. Это то, что мы должны принять, что приходит на наш порог или в наше информационное пространство. Мы с этим еще и должны провзаимодействовать. И если у нас что-то словно пространство забирает, мы не должны удерживать, потому что освободить место для чего-то нового по этой карте нам дает совет. Где-то не зацикливаться на каких-то старых шаблонах или не пытаться какую-то ситуацию из прошлого как будто заново реанимировать, притянуть. По этой карте очень важно уметь отказываться от чего-то. Или, может быть, увидеть в реальности, как обстоит обстановка. И как будто, если мы готовы от чего-то отказаться, то тогда нам пространство и Вселенная даст намного больше бонусов в чем-то. Может быть, какой-то вопрос, который прежде у вас долго не решался, здесь может получить продолжение, и причем такое активное. И как, знаете, несколько дорог в одной точке сходятся, и проблема какая-то решается, открывая перед вами новые возможности. И так тоже может проиграться. Ну, а у кого-то из вас буквально может проиграться как путь, дорога, поездка, или иногда бывает вопросы, связанные с вашим авто, или смена авто, или что-то такое, то, что вот будет означать передвижение. И это как будто нам помогает. Есть такой момент, что если нас как будто зовут куда-то в поездку, мы не можем отказаться. Для чего-то нам она нужна. Может быть, мы что-то важное узнаем, или может быть, встретим важного человека, да, вот в этой поездке, или какое-то решение, инсайт мы получим. Все же старший аркан. И ведь это в позиции нам помогает, поэтому держите руку на пульсе, мои дорогие стрельцы. И что-то важное будет не упустить на этой неделе, я бы сказала и так. Давайте мы посмотрим, что от меня скрыто. Туз Пентаклей, ну, получение денег, получение новых возможностей в плане заработка денег.
получение какой-то новости, важного документа, предложения какого-то. Безусловно, особенно в этой колоде, это какая-то возможность. Или, может быть, пусть эта возможность, как она к нам приходит, но она для кого-то будет связана с прежде проделанной работой, а у кого-то может проиграться, как вот эти два аркана, которые у нас выпали в самом начале, когда для кого-то эта ситуация, повторюсь, с минусом, а для вас она будет открывать новые перспективы, которые просто, как мы говорим, надо брать, долго где-то не раздумывая. Вот такая многоликая совершенно неделя, которая может быть одновременно еще и с людьми, которые имеют сложный характер, но нам как будто не нужно на это реагировать. У вас что-то для вас, именно, мои дорогие стрельцы, доброе, хорошее, может просто ворваться в вашу жизнь. Или предоставить вам судьба может такую возможность, но она приходит совершенно не тем путем, когда мы или как мы предполагали. И правильно провзаимодействовать как с людьми, как с информацией, так с возможностями будет очень важно для вас в течение всей недели. Мы можем как будто не видеть, что перспективы по финансам, к примеру, да, потому что сейчас какая-то ситуация, вот по аркану 13 мы сказали с вами, трансформацию вы проходите, и кажется, что ну как-то темновато, непонятно, а как раз будет даже в каком-то, на первый взгляд, может быть, в деле, которое, ну, выглядит так, знаете, безлико или неожидаемо какого-то быстрого успеха или нет какого-то пафоса в чем-то, вот, кстати, поэтому и выглядит так вот ни шатка, ни валка, на деле могут означать смену качества жизни. Давайте мы с вами достанем по основным сферам жизни, дела, работа, бизнес, как у нас будет развиваться на неделе. Королева жезлов. Вообще, мои дорогие стрельцы, это жезлы, это ваша энергия солнечная. И по королеве жезлов это персона, которая очень притягательная, привлекательная. Может быть, это вы будете такими, в такой энергии, с вами захочется дружить. Это значит, вокруг вас может быть много людей, много общения, живого общения, такого, когда люди будут хотеть вам что-то рассказать или поделиться своей тайной, кстати. По этой карте проигрывается. И мы тогда словно держим руку на пульсе, и к нам может прийти какая-то информация важная. Королева жезлов наиболее удачлива в делах, работе, в бизнесе. И у нас как раз дела, работа, бизнес. И, кстати, она еще удачлива в деньгах, как будто ей нравится даже заниматься денежными, финансовыми вопросами. И у нее это получается лучше всех. Поэтому как ваш какой-то проект, получение новой должности, может не на этой неделе, но это значит какие-то перспективы, мои дорогие стрельцы, определенно по вашим здоровому честолюбию и каким-то амбициям будут на этой неделе какие-то возможности. И даже если вы, допустим, не работаете, но, значит, какой-то ваш внутренний инсайт, какое-то дело, либо вы сделаете, останетесь с собой довольны, или, может быть, вы для себя какое-то хобби разовьете, или какое-то ремесло. У кого-то, может быть, как желание уйти в свободное плавание, работать на самого себя. И так тоже может проиграться. Тут, как ни крути, вот какая-то есть задумка, которая для вас имеет перспективы. Давайте достанем карту. Что у нас в течение недели по финансам, как видят карты. Влюбленные. Еще один старший аркан. Правда, какой-то выбор. Может быть, предложения будут таково. Или информация какая-то, или возможности. По аркану влюбленные могут проиграться. И правда, ваша любовь, ваши отношения. И если это на финансы, это могут быть подарки, почему нет? Или будут какие-то приятные бонусы, так или иначе. Если вы человек семейный, это может означать как деньги партнера, подарок партнера, или какая-то составляющая для вашей пары, которая сопряжена с финансами, и, скорее всего, вы останетесь довольны. По этой карте мы можем со всеми договориться, потому что дуальность по этой карте проходит, и благодаря дипломатии мы можем решить очень многие вопросы. Это вообще энергетика, когда мы больше склонны к компромиссу, нежели продавливать свою ситуацию. Через компромисс можно больше ситуаций продавить, и никто об этом не догадается, и главное, все остаются довольными. И вот как раз приблизительно вот эти все значения
подразумевает и старший аркан влюбленные тоже. Поэтому все в ваших силах. Главное перед собой поставить цель. И дальше все, что вы захотите, вы вполне можете осуществить. И не случайно выпадает туз пентаклей, как будто скрыто. Тут, правда, какая-то история финансовая вас может порадовать определенно. Давайте мы узнаем, а что в личной жизни. Какую карту взять? Давайте. Нет, вот хочется мне эту. Вот так. Отшельник. И знаете как? Я бы сказала, что уже у нас тут выпали карты, и по влюбленным я могу сказать, для тех, кто в паре или люди семейные, скорее всего. Ну, наверное, так, как оно было, где-то так и останется. Еще плюс у нас какой-то праздник. Но я бы в основном по отшельнику проигрывается. Это у нас ведь мудрец, тот, который бредет своей дорогой, кстати. И он где-то на своей волне. Не могу сказать, что по этой карте нам хочется общества или хочется нам, чтобы нас окружало много людей или быть в центре внимания. Может быть, и у вас на этой неделе создастся такое ощущение, что я устал от людей, и я хочу побыть в одиночестве, словно мне нужна перезагрузка. Я хочу обдумать что-то свое, ведь может проиграться именно как ваше внутреннее состояние, когда я хочу, чтобы мне не мешали. И, кстати, в этом значении эта карта проигрывается очень хорошо. Я ее именно за это и люблю. Я знаю, когда выпадает отшельник, это значит любая сторона вопроса или любые дела, будь то по работе, будь то, допустим, самые простые какие-то банальные дела, которые мы называем нашим благополучием, что-то обустраиваем или дома мы делаем, да, нам тоже никто не мешает, с нами никто не спорит, потому что бывает же в семье, я вот вижу, это нужно сделать, допустим, определенным образом, а кто-то из домочадцев говорят, нет, я кардинально с этим не согласен или не согласна. А вот здесь как будто все согласны с вами, и нет никакой полемики, понимаете? Мы можем осуществить что-то для нас значимое без видимых каких-то помех. Но сказать, что, допустим, если личная жизнь, мы говорим, да, как какие-то приобретения, то, скорее всего, нет. Трата денег, но только если мы принимаем эти подарки, и по аркану влюбленные вполне вероятно, как и помощь у нас на финансы выпала, так и подарки могут быть. Но деньги подразумевается, что мы можем что-то просчитывать, продумывать, но явно не тратим, потому что отшельник – это дервиш. Ему как будто деньги вообще не нужны. Ему нужна идея. Может быть, у вас на повестке дня будет какая-то идея, какой-то инсайт, который вас настолько захватит, вдохновит и какие-то новые перспективы совершенно на будущее перед вами откроет, что вы будете заниматься этой темой в течение недели. Для кого-то из вас, может быть, эта карта говорит с учетом аркана Колесница, что вам экстренно придется куда-то отправиться одному или одной. Перекладывайте на себя и будьте счастливы и любимы всегда, мои дорогие стрельцы.